Здравствуйте. В унитазе после смыва очень долго набирается вода в бачок. Для этого нужно поменять впускную арматуру. Операция эта несложная и не требует вызова сантехника. Все можно сделать самостоятельно. Ищем кран, который перекрывает подачу воды. Если у вас его нет в этом месте, нужно перекрыть холодную воду на стояке. И откручиваем крышку, кнопку против часовой стрелки. Устройство любого бачка состоит из выпускной и впускной арматуры. Выпускная — это та, которая при нажатии сливает воду. Впускная — та, которая воду набирает. Сливаем воду. И нас интересует арматура с поплавком. Вот так выглядит та, которую я буду менять. Подробнее ее описание вставлю здесь. Итак, его устройство. Можно отрегулировать количество наполняемой воды в бачке. Чем выше поставить поплавок, тем больше будет наливаться воды. Просто прищелкивается. Чтобы разобрать, раскручиваем против часовой стрелки. Это клапан с резинкой, который перекрывает ввод воды. Поплавок поднимается, выходит шток и надавливает на клапан. И вода перекрывается. Далее поплавок при смыве опускается, и напором воды шток вдавливается, клапан приподнимается, и через эти отверстия проходит вода и наполняет бачок. Устройство простейшее. Может иногда забиться водным камнем или песком отверстие, или потерять эластичность резинка. Тогда не будет перекрывать.
Чтобы ее достать, не нужно снимать бачок, а всего лишь отсоединить шланг. В нашем случае она с нижней подводкой, то есть прикручена снизу. Бывает с верхней, то есть шланг заходит слева или справа. В сути это не меняет. И выглядят они по-разному. Для надежности перекрою еще холодную воду на стейке. Чтобы мне было удобнее работать, эту арматуру данной конструкции можно против часовой стрелки повернуть и вот достать. Сейчас покажу, как выглядит шланг. Если он не закорел, то, как правило, откручивается легко. Я буду использовать вот такой газовый ключик. Крутить нужно, если смотреть отсюда, то на себя. Я его уже сорвал, и можно открутить руками. Солью остатки воды. И нужно еще открутить пластмассовую гайку. Опять же, крутить на себя. Я сорвал ключом. Теперь можно откручивать руками. Нужно что-нибудь подставить, так как будут сливаться остатки воды. Вот гайка. Вытаскиваем. Вставляем замену. Резиновая прокладка должна быть в бачке. Гайку прикручиваем плотно, пока возможно рукой, и чуть поджать ключиком, чтобы ее не перетянуть и не сломать. Шланг тоже сначала накрутить рукой и чуть-чуть поджать ключом. Посмотрим арматуру, которую сняли, почему плохо набиралась вода. Здесь немножко конструкция отличается. Скорее всего, отверстие было забито
песком. Если это все перебрать и почистить, то должно, по идее, работать дальше. Открыли краны и проверяем. Бачок наполняется довольно резво. Бачок наполнился. Вода в унитаз не протекает. Можно закрывать крышку. По конструкции пробок превеликое множество и арматуры. Функциональность у них одна, но могут отличаться от производителя. Выставляем рычажок приблизительно посередине, нащупываем резьбу и прикручиваем. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.